Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный прозрачный корсет. Я вам покажу очень легкую технологию. Шить я буду из своей выкройки, из курса «Свадебный корсет». Сейчас я покажу, как мы будем изменять выкройку, чтобы она стала выкройкой для прозрачного корсета. Итак, перед нами выкройка. Обязательно после распечатывания проверьте контрольный квадрат. Он должен соответствовать заявленному размеру 5 на 5. Вот наша выкроечка. Мы ее склеиваем. И перед нами сейчас 42 размер. Это черный контур. И у нас выкройка создана для непрозрачного корсета. А сейчас мы сделаем с вами ее выкройкой прозрачного корсета. Для этого мы уберем припуск 1 сантиметр по верхнему срезу корсета, по всему срезу верха. Вот таким образом 1 сантиметр на всех деталях мы убираем. И у нас получается верх корсета без припуска на швы. Внизу вы смотрите, хотите, можете убрать этот 1 сантиметр припуска, можете оставить так, удлиненным. Хотите, можете шить корсет до талии. Вот эта линия на всех деталях указана. Линия талии. Можете добавить 1,5 сантиметра вниз и отрезать. И у вас будет коротенький корсетик, к которому вы уже пришьете юбочку, если вы захотите. Так, изменим также центральную деталь спинки. Вот у нас варианты шнуровки указаны треугольничком, прямоугольный вырез шнуровки и с небольшим наклоном. Я сделаю прямой вырез 4 сантиметра. Я убираю от центра спинки внутрь и по этой линии отрезаю. Вы можете сделать и прямой вырез, можете поставить здесь молнию, то есть все на ваше усмотрение. У меня будет вот такой прямоугольник вырезан. Это нам не нужно, это мы убираем. И вот такая у нас узенькая центральная деталь спинки получается. И еще один момент. Мы изменим нашу центральную деталь переда, закроем выточку и сделаем по центру переда шов. Итак, заклеиваем выточку. И теперь, чтобы добавить 1 сантиметр по центру переда, мы переведем эту деталь на чистый лист бумаги по контуру. Обязательно проставляем все метки. И теперь добавляем 1 сантиметр на шов. Вырезаем новую деталь переда. И детали нашего корсета готовы к работе. Итак, выкладываю выкройку на сетку, разложенную в 2 слоя. Обязательно учитываю долевую. Все детали по швам имеют уже припуск 1 сантиметр. Ничего не добавляем при раскрое. Подкололи выкройку. И я беру ручку. Это ручка «Пиши, стирай». Вы можете использовать простой карандаш. Обязательно переводите выкройку таким образом, чтобы проставить все метки. Все детали выкроены. И сшиваем все детали с припуском 1 сантиметр. Вот так сейчас выглядит наш прозрачный корсет. Обязательно обратите внимание при соединении деталей, чтобы у вас на припуске 1 сантиметр детали приходили вровень. Вот таким образом. Немножечко оттянем шовчики, чтобы они не морщинили.
Вот таким образом. И переходим на машинку. Будем пришивать туннели на нашу прозрачную заготовку. Итак, берем туннель шириной 1 сантиметр. И вот смотрите, наши припуски должны быть обращены все к центру переда. То есть вот этот припуск по спинке, он должен вот так вот быть закрыт с лицевой стороны. Обратите внимание, что все швы наши остаются на лицевой стороне. И ленты мы будем пришивать туннельные тоже на лицо. То есть вот так вот подкладываем мы туннелечку на просвет. Вот так вот я шью. То есть припуск корсета у нас ложится на туннель. И шьем по краю туннеля и попадаем в ту же строчку, которой сшит корсет, то есть в строчку соединения деталей. Вот таким образом. Итак, у нас здесь сеточка немножечко видна. Мы сейчас отрежем туннель и срежем около 3 миллиметров сетки с припуска, для того, чтобы она у нас не выглядывала после того, как мы пришьем второй край туннеля. И теперь прокладываем строчку, пришиваем туннель. Расправляем сеточку. Вот так легко и просто мы пришиваем все туннели. С изнанки у нас все чистенько. И все швы у нас уходят на лицо и закрываются туннелем. Также боковой шов у нас должен смотреть в сторону центра переда. Опять же подкладываем туннельку под припуск. Вот так. И шьем по краю туннеля, попадая в строчку соединения деталей корсета. Все на самом деле очень просто. Срезаем небольшой излишек и пришиваем вторую часть туннеля. Рельеф по переду у нас также должен смотреть центр переда, поэтому все точно так же. И рельеф центральный также у нас должен смотреть в центр переда. Пришили. Вот так у нас выглядит нагрудный рельеф. После центра переда все вот эти вот припуски шва должны быть обращены в зеркальном порядке, то есть также вот в эту сторону, к центру переда, они должны располагаться. То есть все зеркально, начиная от центра переда. Центральный шов переда мы также сейчас обработаем туннельной лентой, но сначала подготовим мы центральную часть, расстрочим вот так вот в разные стороны припуск с двух сторон. И срежем близко к строчке припуск шва с обоих сторон. Вот так сейчас это выглядит. И теперь наша задача уложить туннельную ленту таким образом, чтобы она проходила строго по центру шва. Пришиваем сначала одной строчечкой и второй строчкой. Все. Центральный шов мы закрыли.
Теперь на этом этапе мы должны сделать с вами шнуровку корсета. У меня есть ролик по шнуровке, посмотрите его, пожалуйста. Я сейчас не буду к этому возвращаться. Он называется «Как сделать шнуровку для прозрачного корсета». Вот такие петельки у нас должны получиться. И мы переходим к следующему этапу. Срезаем сверх корсета все неровности, все выступающие туннельки. Делаем это очень аккуратно. Выровняли мы весь срез. Теперь берем резиночку. Она называется пополамка. Используется при изготовлении нижнего белья. Также вы можете взять косую бейку и вот так вот оборачиваем и огибаем верхний срез корсета. И вручную приметаем нашу резиночку. Она у меня шириной 2 сантиметра. В сгибе получается как раз 1 сантиметр. И обязательно проверяйте верхний срез корсета, чтобы попадал на сгиб этой резиночки. И вот так постепенно прометаем полностью весь верхний срез. Все закроем нашей резиночкой, пополамкой. Вот так я все прометала. Немножечко я припосадила срез в районе чашки, вот в этом месте, и прокладываю строчку по краю резинки где-то на миллиметр от края по всему срезу. Пришиваем и убираем наметку, она нам уже не нужна. Далее выравниваем низ корсета, срезаем все выступающие туннели. И теперь поставим пластиковые кости в наш корсет. Вот у меня моточек с пластиковым китовым усом. Шириной он 5 миллиметров. Значит, срезаем кончик костей. Обязательно вот так вот закругляем, чтобы кость не порвала у нас ткань, не порвала туннель. И можно еще оплавить огнем. Вот таким образом. И косточка становится закругленной. Теперь во все туннели вставляем пластиковые кости. Доводим косточку до упора, до самого верха. Она у нас должна упереться в шов, ну, не доходя, может быть, миллиметра-два. И срезаем вровень с корсетом. Теперь немного вытащим кость обратно и срежем 1,5 сантиметра кости. Вот здесь. Теперь опять же закруглим кончик и оплавим для надежности. Возвращаем кость на место. Можно помочь себе отверткой. Все. Вернули косточку. Утопили ее там. Дальше также подготовим следующую косточку. Также закруглим. И также мы все абсолютно кости ставим. И также мы срезаем потом 1,5 сантиметра длины от кости. И вставляем все косточки обратно. Вот так сейчас выглядит наш корсетик с поставленными косточками внутрь туннелек. И опять же мы должны обработать нижний срез
корсета точно таким же способом, как мы обрабатывали верхний срез. Также оборачиваю и наметываю вручную. Вот так сейчас это выглядит. Я проложу строчку в миллиметре от края резиночки по всему нижнему срезу. Мы практически сшили наш корсетик. Осталось его немножечко поутюжить по срезам. Вот таким вот простым, легким способом мы создали замечательный прозрачный корсет. Ссылку на выкройку этого корсета я вам оставлю под этим роликом. Я вам желаю легкого кроя шитья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.